Здравствуйте, дорогие родители, все заинтересованные люди в теме нашего сегодняшнего эфира. Тема у нас такая – тугоухость и логопедическая помощь, которая оказывается при тугоухости. Значит, выделяет следующее направление работы логопеда с детьми с тугоухостью: развитие речи, лексической, грамматической, далее развитие слухового восприятия, далее формирование произношения, постановка правильной, красивой речи, обучение распознаванию звуков, слов в речевом потоке, формирование грамматически правильной речи, обогащение словарного запаса, и те дети, которые постарше, обучение чтению, развитию способностей понимать речь. И вот очень много речевого материала есть у нас в РИА-центре, с которым бы можно было работать с детьми не только дошкольного возраста, как вот мы сейчас с вами брали различные звуки, в общем-то, различные действия с предметами. То есть, вот, например, там диатонические колокольчики, у каждого свой звук. Это вот с детьми более младшего возраста, то есть дошкольного. А у нас есть материал и для школьников тоже. Вот, например, речевой материал для развития слухоречевого восприятия у детей, у которых есть проблемы со слухом и конкретно у которых тугоухость. Например, узнавание слов в закрытом списке с опорой на слова и ритмическую структуру. Например, стул, лодка, машина. Или, например, узнавание слов в закрытом списке с опорой на слого-ритмическую структуру и семантическую связь уже между ними. Например, пить, чашка. Или, например, дверь, открыть. Или, например, стук, палка. Или, например, писк, мышка. Или, например, сок, стакан. И вот уже семантическая структура у нас. Далее, с детьми более старшего возраста. Узнавание отдельных звуков речи. То есть вот как мы работали, например, с АУ, с этими тактилками. У, ш. И вот мы смотрим, насколько ребенок узнает звуки, прибавляем звуки. Далее, узнавание односложных слов в закрытом выборе. Например, нос, дым, шар, гость, плач. Можно показывать, работать при этом рукой, чтобы детям было, в общем-то, более понятно. Далее, например, узнавание изолированных слов. Как тебя зовут? И ребенок, например, отвечает, в общем-то, как его зовут. Ну, например, там Маша. Маша, ответил нам ребенок. Далее, меня зовут. И свое имя называет логопед, который работает с ребенком. И вот так мы работаем, предъявляются изолированные слова, потом слитно предъявляются слова. Далее, опознание предложений с предсказуемым и непредсказуемым концом. Это вообще интересная вещь. То есть, например, предложение с предсказуемым концом. Предлагаем ребенку, то есть берем машину, там, например, по дороге едет машина. И машина это у нас едет по дороге. Так, это предсказуемый конец. Непредсказуемый конец. По дороге едет, и предлагается ребенку что? И ребенок уже думает, что едет по дороге, кроме машины. Ну, например, там велосипед, самокат, я не знаю, что едет, что он назовет. Или, например, предложение с предсказуемым концом. Я чищу зубы щеткой. И ребенок уже с непредсказуемым концом. Ты чистишь зубы. Чем можно чистить зубы? Может быть, зубочисткой, может быть, водой, может быть, зубным порошком. То есть ребенок думает, у нас непредсказуемый конец, что нам ребенок скажет. И у нас много этого материала есть. Далее, например, тренировка узнавания гласных. Например, как ребенок узнает гласные. Например, у, бу, пу, шу,
маму. В общем-то, вот такого рода материала очень-очень много. Материал не мы сами создавали, это материал от белорусских, в общем-то, коллег с института имени Максима Танка. Они поделились материалом. И материал конкретно для детей по работе с тугоухостью и для детей дошкольного возраста, и для детей школьного возраста. Материала достаточно для того, чтобы работать. Материал, например, на гармонический шумовой спектр, на звонкость, глухость, на участие носового резонатора, на место образования, на узнавание согласных, на развлечение интонаций, на восприятие слитной речи, то есть чего только и нет. Даже вплоть до того, что у нас есть список пособий, которые можно рекомендовать родителям для слухоречевого развития детей, у которых есть тугоухость. И, в общем-то, эти пособия перечислены. Когда мы родителям предлагаем этот список, то родители удивляются, а у нас это дома есть, но мы это не использовали. И это у нас дома есть, и это мы найдем, и это, и это, и это. Поэтому можно прийти на консультацию к нам, к нашим логопедам, и мы поделимся с вами информацией для того, чтобы у ваших детей зазвучала речь, для того, чтобы они услышали на том уровне, на котором возможно, человеческую речь и начали ее обрабатывать. Поэтому, дорогие родители, дорогие заинтересованные люди в теме нашего сегодняшнего эфира, мы, в общем-то, рады будем увидеть детей, помочь детям и их родителям. Родителям детей, у которых есть проблемы с тугоухостью. С вами была Бабаджанова Павлова Анна Валентиновна, логопед, психолог и дефектолог РИА-центра, город Калининград. Спасибо.